скоро весна. Более чем. А я не снимаю. Приехали. Сибирь, привет! Такси даже не допустим. До гостиницы, потому что все замело. Это наш первый день на Шерегеш, и нам пока все нравится. Есть свои нюансы, свои трудности, но мы справляемся, это все отлично. Сочи поднадоел. Спуск с горы под высоким синим чистым небом по искрящемуся от солнца снегу среди окружающих заснеженных пиков, пожалуй, одно из самых невероятных ощущений на Земле. Для тех, кто любит кататься на лыжах, это не просто спорт, это стиль жизни. Нам, россиянам, в этом плане повезло. На территории нашей страны немало горнолыжных курортов, которые мало чем отличаются от европейских. Остается выбрать только куда поехать, пока сезон в самом разгаре. Оставим Кавказ, Урал и Дальний Восток на следующий раз и посетим сибирский Шерегеш, расположившийся в заповедном регионе Горной Ашория Кемеровской области. Ни для кого не секрет, что горнолыжные курорты Краснодарского края расцвели и преобразились к Олимпиаде 2014 года. Но мало кто знает, что и Шерегеш был открыт благодаря другим масштабным спортивным событиям, а именно Спартакиаде народов РСФСР, и случилось это в далеком 1989 году. Большим спортивным праздником явилась первая зимняя Спартакиада народов СССР. Один за другим здесь стали появляться туристические объекты, новые санатории и, конечно же, горнолыжная трасса. Даже в смутные нулевые обустройство инфраструктуры не прекратилось. Причем основной акцент был сделан на подъездные автомобильные дороги, просторные парковки и установку подъемников, с помощью которых туристы до сих пор поднимаются на склоны. Шерегеш официально признан крупнейшим курортом области и одним из самых лучших в Западной Сибири. Снежный сезон в Шерегеше начинается уже в сентябре. К ноябрю курорт в полной мере готов принимать любителей и мастеров горнолыжного спорта и сноуборда со всей России. Заканчивается сезон в начале мая. А это значит, что с осени до поздней весны сюда можно приезжать кататься на лыжах и заниматься любимыми зимними видами спорта. Надо сказать, что Шерегеш расположен на 4 горах – Утуя, Зеленая, Курган и Мустак. С каждой из них открываются захватывающие панорамы, и стоит подняться туда, чтобы перед спуском не только насладиться невероятными по своей красоте видами, но и сделать селфи на шикарном природном фоне. Привет! День второй. Потихоньку вникаем в суть происходящего. И суть происходящего говорит о следующем. Какая-то неразбериха творится со скипасами. Мы уже приобрели 3 билета. И все равно за что-то платим. Скипасы надо как-то уравнивать. Всего в Шерегеше 15 трасс, общая протяженность которых составляет 23 километра. Однако трассы проложены только на горе Зеленая, а склоны Утуи, Кургана и Мустага – это зона для любителей фрирайда. Горный массив Мустаг имеет удобные склоны, подходящие как для начинающих, так и профессиональных лыжников. Есть в Шерегеше трассы для беговых лыж, трасса для слалома, 2 трассы скоростного спуска с трамплинами, перилами, пневмоподушками, батутами и индобордами. Спуски имеют все уровни сложности, согласно общепринятой цветовой кодировке, от самых простых зеленых до более серьезных синих и красных, а также экстремальных черных.
Их протяженность варьируется от 700 до 4000 метров. При этом перепад высот достигает отметки в 630 метров. Толщина снежного покрова спуска в среднем 4 метра. Кстати, Шерегеш славится именно качеством своего снега. Климатические особенности региона долгое время сохраняют его. Шерегеш — это самый большой сноупарк в России, и обслуживают его не только ратраки, но и около 20 различных подъемников, среди которых 5 кресельных, 9 бугельных, 2 гондольных и 1 гондольно-кресельный. Есть подъемники типа Бэби-лифт на южном склоне горы Зеленой и в сноупарке курорта Сектор Е. Там же можно найти подъемник для тюбинга. Давай ниже. Хороший. Неплохо. Есть у меня один друг, любитель зеленых трасс. Вот я ему очень рекомендую сюда попасть. Они здесь не зеленые, они здесь прямо салатовые, ближе к белому. Особенная прелесть Шерегеша в том, что здесь вполне себе мирно уживаются забытая многими советская эпоха и современность, создавая неповторимую атмосферу, которую можно почувствовать только в этих краях. Не рассчитывайте увидеть в поселке развитую инфраструктуру живописной альпийской деревни. Здесь вам встретятся около 30 пятиэтажек из осыпающегося местами красного кирпича. Выстроены они неровными рядами и наверняка хорошо помнят, если не Хрущева, Мы живем на земле не милостью Божией и не вашей милостью, а то Горбачева точно. Я еще скажу об этом. Неподалеку от них можно увидеть новостройки, современные гостевые дома в 3-4 этажа. Этот район поселка называется Новый Шерегеш. Кстати, власти обещают уже на следующий год начать строительство нового туристического комплекса на территории курорта. Так что вполне возможно, современность когда-нибудь победит. Стоимость цен на жилье сейчас варьируется от 2000 рублей на территории поселка до 7000 за сутки. Если проживание планируется на склоне горы в корпусе из нескольких финских модульных домиков. Есть такие. Сибирь рулит. Подруливает Сибирь. А вот прокат оборудования повсеместно радует туристов вполне приемлемыми расценками. Есть, какой бы хотел или какой есть? какой есть. 110. Но хотел бы 92. Инстаграм можно проверить? Да. Шин 10.01. Однако не нужно думать, что условия проживания в Шерегеше тоже застряли в давно забытом совке. Нет, отнюдь. Нормальный ремонт, уютные номера, тишина и покой. Все это можно найти не только в гостиницах, но и хостелах, что, конечно, приятно удивляет каждого постояльца. Местные жители к гостям относятся приветливо, угощают национальными блюдами, охотно показывают красоты края. Тетя Оля, надо будет купить халвы. Я сегодня уже пообщался. Что ты это? Из Одессы. Давай. Вы из Одессы? Я Родом. думаю, что вы на корень вообще язык. Мы из Крыма. Был. Сколько крабмарала стоит? Почем? А есть... я 300 могу отдать. А что делать с ней? А, это столько потом, а кровь. Есть маленькие? До завтра. И вам. Не забывая рассказать историю возникновения Шерегеша. В 1910-х годах на территории местного поселка была непроходимая глушь, где водилось самое разнообразное зверье. Молодые охотники Миша и Саша Шерегешевы, представители малой народности шор-кижи или шорцы, пришли сюда на охоту. Много раз под ноги им попадались блестящие камешки, напоминавшие металл. Саша подобрал некоторые из них и несколько лет хранил в своей хижине на горе, пополняя коллекцию каждый раз, когда спускался вниз. Однажды он узнал, что в их краях появились ученые-люди, исследователи, которые были заняты поиском полезных ископаемых.
надежде на хорошее вознаграждение, братья пришли к геологам и заявили о том, что знают, где можно найти железные камни. Получили ли Саша и Миша то, на что рассчитывали, история умалчивает. Но зато известно, что в благодарность за ценные сведения местонахождению присвоили фамилию братьев, сначала изменив негласные буквы, а потом и сократив. Так, простые охотники Шерегешевы дали имя Шерегеш сначала месторождению железной руды, потом возникшему там же поселку, а затем и курорту. Природные ресурсы не сразу сделали Шерегеш идеальным местом для развития горнолыжного спорта и туризма. Длительный и снежный зимний сезон катания, продолжающийся 5-7 месяцев, и большая толщина снежного покрова позволили властям задуматься о рентабельности развития зимних видов туризма в регионе. Интересно, что первая расчистка просеки легла на плечи заключенных местной исправительной колонии номер 4. Но их сил было недостаточно, о ратраках тоже еще не слышали, и нижние части трасс уплотняли бульдозером, разравнивая бугры обычными лыжами. А верхний участок горы, куда не могла подняться техника, подготавливался солдатами, сотрудниками милиции и добровольцами из молодежи. Участник тех событий Андрей Копытов вспоминал: а добровольцам, так же как мобилизованным школьникам, ученикам профтехучилищ и прочей молодежи, выпала одна экзотическая обязанность. Объявлялся субботник, нас выстраивали в ряд, мы брались покрепче за руки, шеренга бухалась по пояс в снег и начинала путь по направлению к вершине, к месту старта. Там переводили дух и вниз к финишу. Затем еще раз, пока снег под ногами не обретал нужную плотность. После первой же метели все повторялось. 20 февраля. Сегодня пытаемся сделать выезд на фрирайд-тур. Начало хорошее, начало дня. Такси в Шерегеше — это отдельная история для отдельного видео. На улице минус 15, по ощущениям минус 20. Поехали. Вы точно продюсер? Ребята, аванти начинает спуск. Едет главарь. Съемка началась. Главарь. И уж, конечно, только здесь есть тот самый натуральный мягкий пушистый снег, пухляк со специфической холодной структурой. Он идеально подходит именно для туристов, потому что обеспечивает легкий и приятный процесс катания. Несмотря на то, что Шерегеш сегодня довольно-таки востребованный горнолыжный курорт, ни о каком аэропорте здесь не может быть даже и речи. Ведь, по сути, местечко Шерегеш, давшее название курорту, это всего лишь поселок городского типа, с 3 центральными улицами и населением менее 15 тысяч жителей. Чтобы добраться сюда от ближайших благ цивилизации, например, аэропорта Новокузнецка, надо преодолеть наземным путем не менее 160 километров. Сделать это можно как на машине, так и на автобусе, заказав трансфер или подобрав вариант в BlaBlaCar. Еще одним вариантом добраться до Шерегеша – потратить 7 часов на дорогу от Новосибирска. Это примерно 530 километров. Конечно, такси обойдется недешево, но тот же BlaBlaCar в сезон найти не проблема. За 5 часов в Шерегеш можно добраться на машине из Кемерово, а вот из Горно-Алтайска найти попутку до курорта достаточно трудно. Автобусы по этому направлению тоже не ходят. Хотя, по идее, до места можно доехать всего за 4 часа. Зато, прибыв на место, можно в полной мере насладиться первозданной красотой. Температура резко падает, небо голубое, а когда идет снег, начинаешь понимать, что это тот самый сказочный снег, которым взбивает матушка-метелица. Нет ничего более живописного, чем бросающий вызов фильтрам Instagram закат в Шерегеше. В какой-то момент здесь можно забыть о лыжах, чтобы сделать массу снимков, которые навсегда запомнят эти эпические заснеженные горы. Глубоко вдохните, почувствуйте свежий воздух и нырните в снег. Все, что можно пожелать для зимнего отпуска в горах, есть в Шерегеше. И это прекрасный повод для того, чтобы посетить этот курорт уже сегодня. Так, телеканал продолжает свое вещание, это я. Да, я поправился слегка, но это все мелочи.
это газировка. И с нами Ефим, который сделает сегодня все красиво, и мы едем в бункер. Бункер — это клуб. Это вот клуб отдыха это. Конечно, совсем не обязательно проводить все время только катаясь на лыжах. Отдохнуть после спуска можно в знаменитом баре «Грелка». Он как раз находится у подножия горы Зеленой и гостеприимно распахивает двери для всех гостей, угощая их горячими напитками, русскими и азиатскими блюдами и развлекая живой музыкой. На вершине Зеленой тоже можно перекусить и набраться сил в баре «Кариштал». Но здесь, ко всему прочему, открывается еще и полная панорама курорта. На самом деле, кафе и баров здесь вполне достаточно, чтобы не выстаивать долгие очереди или скучать в ожидании заказа. Для любителей оторваться по полному работает клуб Ice Bunker, однако у него есть ограничение 18+, и это о чем-нибудь договорит. Кстати, пока взрослые отдыхают, забыв о тормозах, или просто хотят побыть в компании без малышей, дети могут развлечься под присмотром аниматоров в клубе Alpine Kids. Здесь для них работают игровые зоны, комната для творчества, киберпространство для любителей видеоигр и даже дискотека. Что еще можно посмотреть в Шерегеше? Безусловно, жилище Йети. К сожалению, после того, как здесь побывали одна за другой 6 научных экспедиций и несколько журналистских, а также совершали паломничество ученые из разных стран, несчастный Йети покинул свою пещеру, оставив после себя только клочки волос, следы на снегу и огромные шалаши из веток. Все это дотошные люди разобрали на память, но может быть что-то удастся найти и тем, кто побывает в пещере впервые. Азазская пещера славится своими сталактитами и сталагмитами, но чтобы посмотреть на них, надо освоить снегоходы или приобрести билеты с личным водителем. Еще в Шерегеше можно побывать в доме вверх дном. Это двухэтажный особнячок со спортзалом, кухней, ванной и гостиной. Гранитные валуны, послойно нагроможденные друг на друга, тоже стоят того, чтобы до них добраться. Эти скалы называются Спасские дворцы. Они находятся в 30 километрах от Шерегеша и до сих пор вызывают споры ученых о своем происхождении. Одни уверяют, что это причуды природы, другие уверены, что скалы созданы руками человека, а может быть и йети. Куда же без них? Есть неподалеку от Шерегеша и весьма мрачное место – музей ГУЛАГа. Конечно, он давно пустует, и кроме работников музея здесь никого нет. Но атмосфера советского лагеря для заключенных с бараками, вышками и колючей проволокой все-таки тяготит и оставляет сильные эмоции. Намного легче дышится на вершине горы Курган, где в 2001 году был установлен поклонный крест, своеобразная дань моде ставить кресты на курганах и пиках гор. Его высота 20 метров, и на курган его поднимали с помощью вертолета. Скалы-верблюды находятся тут же, и вот их-то появление ученых не вызывает никаких разногласий. Это застывшая лава, оставшаяся после извержения вулкана. Снова здравствуйте. Сегодняшний блог короткий. Мы записываем после обеда. Поели какой-то хашпаш, супчик, оленина, в общем, с кумысом. Сегодня предпраздничный день. А Это значит, радует. Завтра 23 февраля. Мужской день. мужской день. Мужики будут отдыхать. Да. Мужики отдыхают уже давно, но и завтра они тоже будут Завтра они отдыхать. должны отдыхать как. Завтра конец нашего отпуска. И мы делаем выводы. Значит, первый вывод говорит нам о том, что в Шерегеш можно ехать отдыхать, и это очень хорошо. Второй вывод говорит, что тут можно отдыхать семейно. И третий вывод, тут можно отдыхать очень дешево. Ну как очень дешево? Но не все так могут. Студент вчера посчитал, мы потратили всего по 30-ке. Я обещал в своих блогах не говорить за бабки. Большой привет нашим спонсорам, компания Avanti. Почему нужно обязательно приехать в Шерегеш? Причин для этого много, но мы назовем всего лишь некоторые из них. Во-первых, катание на лыжах и сноуборде доставляет массу удовольствия и потенциально является одним из самых приятных зимних видов спорта. Требуется совсем немного практики, чтобы достичь уровня, на котором можно двигаться с хорошей скоростью. Но после нескольких уроков и недельной практики с опытным инструктором даже новичок начнет чувствовать себя вполне комфортно. На склонах Шерегеша можно двигаться с оптимальной скоростью, что позволяет свободно исследовать великолепные пейзажи, окружающие спуски.
Катание на лыжах и сноуборде – фантастические упражнения, которые помогут проработать даже те мышцы, которые редко используются. А еще это отличный способ победить хандру межсезонья. Конечно, пейзажи Шерегеши невероятно красивы, и пребывание в этой зимней стране чудес оставит воспоминания, которые будут храниться на всю оставшуюся жизнь. Здесь на каждом шагу локации для селфи и обычных фотографий. Хотя на склонах, а также в ресторанах и барах, вероятно, будет много людей. Тем более, что за последние пару лет число туристов за сезон выросло до 1 миллиона. На самом деле, когда вы находитесь на склонах, это может быть невероятно умиротворенным. Приятно провести время на подъемнике, просто насладиться холодным ветром в лицо и погрузиться в свои мысли. Также приятно время от времени останавливаться на склонах и просто расслабляться, наслаждаться видом и наблюдать за проходящими мимо людьми. Для некоторых это может быть одним из самых ярких моментов катания на лыжах и сноуборде, а также пребывания в горах. Еще одна вещь, которую нельзя не почувствовать в Шерегеше, это чистый и свежий воздух. Более того, это один из лучших способов сбежать от городской суеты и офисного образа жизни. Кроме того, если вы любите вечеринки, вы обнаружите, что в Шерегеше есть фантастическая сцена апрески вечеринок. Чего стоит хотя бы музыкальный фестиваль «Грелка Фест», во время которого красавицы в купальниках спускаются с горы, поражая воображение всех присутствующих. Горнолыжный отдых может быть отличным способом встретиться с друзьями или отдохнуть от суеты семьей. Здесь, как говорится, без комментариев. Тем более, что развитая инфраструктура курорта «Сектор Е» готова принимать не только взрослых и детей, но и людей пожилого возраста. Теперь ответим на самые важные вопросы, волнующие новичков. Сложно ли кататься на лыжах и сноуборде? Катание на лыжах и сноуборде может быть трудным, и потребуется время, чтобы достичь хорошего уровня. Например, когда вы можете безопасно и уверенно преодолевать большинство спусков, трасс. Но инфраструктура Шерегеши всегда рядом и никого не оставит в затруднительном положении. Опасно ли катание на лыжах и сноуборде? Ответ прост. Да, катание на лыжах и сноуборде может быть опасным. Однако, если не выходить за пределы своих возможностей, следовать советам по безопасности на лыжах, оставаться на трассах и в целом соблюдать осторожность и контролировать свою скорость, шансы получить травму сводятся к нулю. Для новичков в Шерегеше есть специальные трассы со смешными названиями «Булочка» и «Лоб». Нужно ли приезжать со своим оборудованием? Нет. В Шерегеше вы можете взять на прокат большую часть оборудования, которое вам понадобится для катания на лыжах и сноуборде. Например, лыжи, доску, ботинки, палки, шлемы, а иногда и другое снаряжение. С собой вам нужно взять костюм для горных лыж хорошего качества, перчатки, термобелье и комбинезоны или брюки для сноуборда. Катание на лыжах и сноуборде – одни из лучших зимних путешествий. Если вы не были раньше, вам обязательно стоит подумать об этом. И напоследок скажем о том, что в Шерегеше хорошо не только зимой, но и летом. Покой, тишина, прогулочные маршруты, природа и полное единение с ней. Что может быть лучше в наш безумный век глобализации и скоростей? Сейчас быстро, по-быстрому драматическую часть напишем. Слезы. Дорогие Ксюшончики и Юля. Наша любимая женушка. Шутка, но с любовью. Пока.